В мире современных СХД мы оказались в ловушке масштаба. Диски по 20 и 30 терабайт — это уже не экзотика, а рядовой заказ. Но физика, механики за объемом не поспела. Когда вы собираете такой массив, классический RAID 6, например, по схеме 8+2 или экономичный 14+2, вы добровольно входите в зону смерти. Будет одного диска, и система начинает мучительный ребилд. На огромных дисках это затягивается на сутки и более. В это время массив висит на волоске. Нагрузка на оставшиеся диски зашкаливает. Любая ошибка чтения превращает вас в цифрового банкрота. Вы просто сидите и надеетесь на удачу, потому что математика в этот момент против вас. Казалось бы, какой выход? Архитекторы старой школы предложат: переходите на RAID 10, там ребилд быстрее. Да, быстрее. Около 10-15 часов для того же 20 терабайтного диска, потому что нет пересчета четности. Но какой ценой? Во-первых, вы теряете 50% драгоценной емкости. Это экономический суицид. Во-вторых, собирать RAID 10 на жестких дисках по 20 терабайт в 2026 году — это архитектурный абсурд и дорогой перформанс. Почему? Потому что такие диски сейчас — это удел файла обмена, архива данных, записи видеонаблюдений и хранения резервных копий. Если нам нужна скорость для системы CRM или Oracle, мы неизбежно уходим на SSD. Ну и тут классический RAID готовит нам подвох. На флеше мы часто ставим ту же самую десятку. И не только ради мифических айопсов, а чтобы перекрыть скорость записи. Даже в топовых Enterprise носителей честная скорость записи может быть бутылочным горлышком. RAID 10 помогает набрать суммарный поток. Однако классика на SSD — это тоже не идеал. Ребилд SSD объемом в 15 терабайт в десятке займет от 1,5 до 3 часов. Казалось бы, немного. В это время вы получаете дикий перекос нагрузки, горячие точки в массиве, а не равномерный износ ячеек. И вот тут мы понимаем, классический RAID уже мал. Он либо опасен для жестких дисков, либо неэффективен на SSD. Ерзурий кодинг с его сложной математикой, рассчитанной на петабайты в облаках, для локальной базы на 10-20 терабайт. Избыточный оверхед. Ответ лежит посередине. Декларизованном RAID. Так в чем же секрет декларизованного RAID? Все дело в виртуализации пространства. В классическом RAID ваша единица управления — это физический диск. В декларизованном RAID мы оперируем чанками или экстентами. Мы берем весь пул, скажем, из 60 дисков, и нарезаем каждый из них на мелкие блоки по несколько мегабайт. Теперь, когда вы создаете массив, система не выбирает конкретные 10 дисков. Она распределяет логические блоки данных и четности по всем 60 дискам пула. Одно из ключевых преимуществ декларизованного RAID проявляется при нарезке пула на логические тома. В классическом RAID 60, даже если том размазан по всем дискам через систему слайсов, любая отдельная операция ввода-вывода все равно ограничена геометрией внутренних групп. Когда ваше приложение читает или пишет блок данных, оно в каждый конкретный момент времени стучится в узкое окно. Например, из 10 дисков системы 8+2. Пока эти 10 шпинделей перегружены случайными запросами, остальные 50 дисков в этом же пуле могут просто простаивать, потому что архитектурно не могут участвовать в обработке этого конкретного страйпа. В итоге вы купили 60 дисков, а ваша задача на пике работает на скорости 10. Это создает те самые горячие точки очереди. Особенно если на эти же диски, например, прилетят запросы от другой задачи. Декларизованный RAID полностью меняет правила игры. Здесь любой логический том, даже самый крошечный, автоматически распределяется по всем 60 дискам пула.
Система сама гарантирует, что любая задача, будь то массивный бэкап или мелкий поток транзакций, мгновенно получает мощь всех дисков системы. Это и есть та самая архитектурная предсказуемость, за которую платят деньги. Вы всегда знаете, что ваша задача получит максимум того железа, которое стоит в стойке. Но одна из самых болезненных процедур в классическом RAID — восстановление. В классике у вас есть скучающий диск в HotSpare. Он никак не задействован в операциях чтения и записи при обычной работе с HD. А при аварии данные со всей группы льются в это узкое горлышко. В декларизованном RAID тут все по-другому. Во-первых, в DRAID понятия HotSpare физически не существует. То есть все диски системы работают на операции чтения записи, они простаивают, ожидая своего часа. Это дает прирост скорости пула в среднем на 10-15%. Во-вторых, мы используем Distributed Space Capacity. Это заранее зарезервированные чанки на каждом из 60 дисков. Когда один диск выходит из строя, его данные восстанавливаются со всех на все. Вместо того, чтобы один диск работал за всех, 59 дисков делают легкую фоновую работу. Именно эта распределенная мощь превращает сутки ожидания на жестких дисках в пару часов, а на флеш-накопителях в считанные минуты. При этом, благодаря тому же параллелизму, штатные операции чтения записи почти не замечают, что внизу, на уровне железа, идет масштабная распасательная операция. И последнее — это свобода расширения. В классическом RAID 60 вы заложник геометрии. Если место в пуле закончилось, вы не можете просто подключить один или два диска. Вам придется докупать целую новую группу. Еще столько же дисков, сколько у вас в одной группе, чтобы сохранить структуру и производительность. В декларизованном RAID все намного проще. Вы добавляете столько дисков, сколько вам нужно, хоть один. Система в фоновом режиме создаст чанки на новом диске или дисках, перераспределит данные на новые чанки, и ваш пул плавно вырастет в объеме и скорости без всякой более сложных миграций. Различия в реализации у вендоров декларизованного RAID. Первое. Сценарий Rebuild. Здесь преимущество за ASIC, Adapt, не Smariba. Поскольку математика контроля четности вынесена на отдельный кремний, контроллер SHD продолжает обслуживать дома так, будто ничего не произошло. В программных реализациях Dell, IBM вы платите за вставление ограничения на максимальной производительности. Если SHD загружена на 70%, то при ребилде она может опереться в потолок, и задержки вырастут в разы. Второй сценарий — расширение. Тут кроется главная засада для IBM DRAID. Из-за жесткой математической структуры распределения добавление диска вызывает рестрайп и расчет расположения блоков по всему полу. Это может просадить ввод-вывод на 50% и более, поэтому инженеры часто планируют это на глубокую ночь или выходные. NetDTP и Adapt работают иначе, не добавляют диски пачками, страйпами, что позволяет системе не пересчитывать старые данные, а просто начинать писать новые на более широкий набор шпинделей. Резюме. Если ваша нагрузка критична задержкам и не терпит просадок, смотрите на решение с ASIC или жесткими программными лимитами DDP. Если же вам важнее гибкость по виде добавления по одному диску в Dell или Huawei, закладывайте 25-30% запаса по производительности контроллеров на вырост. Поддержка уровней RAID и системная нагрузка. Первое. Ложка Adapt. Это железо против универсальности. Поскольку в Seagate Adapt стоит ASIC, он оптимизирован под конкретную математику вычисления контроля четности. Он заточен щелкать RAID 5 и 6 на корешке. В нем просто нет логических схем для эффективного управления RAID 10 в декларизованном виде. Если вам нужна десятка на этих контроллерах, вам придется собирать обычные старые RAID-группы, теряя все фишки Adapt. Второе. Huawei RAID 2+. Всеядность через виртуализацию. Huawei неважно, что лежит в чанке, данные или зеркало, плюс данные системы. RAID 10 здесь реально летает, потому что не нужно тратить такты процессора на вычисление системы контроля четности.
Минус данной системы. Чтобы все не развалилось, контроллер постоянно ворочает гигантские таблицы метаданных. При пиковых нагрузках шина связи между контроллерами может стать бутылочным горлышком. Третье. Dell Power 100. Здесь RAID — это чисто программная функция операционной системы. Нюанс. Когда вы выбираете RAID 6, каждое чтение-запись — это прерывание для ЦПУ. На быстрых NVMe дисках процессор может стать узким местом раньше, чем закончатся возможности дисков. RAID 10 здесь мог бы помочь меньше вычислений, но управление тысячами зеркальных экстендов в одном пуле так сильно увеличивает базу метаданных, что Dell предпочитает ограничить выбор пятеркой или шестеркой. Четвертое. IBM D-RAID. Проблема широкого строя. IBM позволяет делать очень широкие массивы, например, D-RAID 6 на 128 дисков. Но есть проблема. В RAID 10 при такой ширине пула системе нужно гарантировать, что зеркальные копии никогда не попадут на один диск или на одну полку. Чем больше дисков, тем сложнее эта математическая задача для ЦПУ. Поэтому в D-RAID 10 производительность на запись может быть ниже ожидаемой из-за задумчивости контроллера при поиске места для второй копии. Обобщенное резюме. Нужна максимальная скорость на RAID 6 и свободном ЦПУ. Выбирайте ADAS. Нужен настоящий RAID 10 с декларизацией гибкости. Выбирайте Huawei. Планируете All-Flash на Dell? Готовьтесь, что RAID 6 съест часть ядер вашего контроллера. Добавление дисков в пул. Первое. Почему ADAP режет объем? Логика ADAP зашита в ASIC. Чтобы чип мог считать четных на лету с бешеной скоростью, ему нужны одинаковые макеты. Представьте это себе как Tetris. Если у вас все блоки по 2 клетки, один пришел на 3, третья клетка просто не влезет в общую структуру, пока ты не поменяешь правила для всего поля. В итоге, купив диск на 50% больше, вы получите 0% профита в емкости, пока не докупите еще 10-12 таких же дисков. Второе. Huawei RAID 2+. Магия метаданных. Huawei — чемпион по всеядности. Их система не привязана к физической геометрии диска. Как это работает? Если вы вставляете диск на 30 терабайт в пул из 20 терабайт, менеджер Чанка просто пометит на этом диске больше свободных квадратиков. Как результат, система начнет использовать эти квадратики для создания новых виртуальных групп чанков. Это позволяет проводить плавную миграцию пула на новые номиналы дисков без потери емкости дисков. Третье. Dell Dynamic Pulse. Очень гибок в плане объема, но напомнить про риск горячего шпинделя. Если на диске в 30 терабайт данных больше, чем на соседнем в 15 терабайт, то из запросов к нему чисто статистически будет проедать больше. Последствия этого. Один большой диск может стать бутылочным горлышком для всего пула. Так будет нагружен сильнее остальных. Четвертое. Этап DDP. Десятичная логика. DDP работает через алгоритм перемешивания сегментов по 10 дисков. Если вы добавите диски разного объема хаотично, система не сможет собрать из них полноценный сегмент нужной емкости. Часть пространства на больших дисках будет висеть в статусе «зарезервированная емкость» или просто не сконфигурирована, пока вы не добавите достаточно дисков, чтобы замкнуть математику набора. Обобщенное резюме. Если вы планируете постепенный апгрейд пула на диске большого объема, ваш выбор Huawei или Dell. Если строите статичный массив, например, сразу купили 6 дисков из обои, ADAP даст лучшую скорость за меньшие деньги, но заставит помучиться при попытке добавить диски другого номинала. IBM D-RAID — это решение для перфекционистов. Диски должны быть идентичны, иначе математическая модель распределения нагрузки поплывет. Нагрузка на СХД при добавлении дисков. Первое. IBM D-RAID — ловушка рестрайт. У IBM нет разницы, добавили вы 1 диск или 10. Математическая модель декларизации настолько жесткая, что при любом изменении конфигурации массив начинает пересчитывать положение каждого блока данных. Это делает расширение IBM одной из самых стрессовых операций. Система на сутки уходит в режим высокой латентности. Вывод. Расширять IBM нужно максимально большими пачками, только в глубоком технологическом окне. Второе. Dell Power 100. Это король мелкого шага. Dynamic Pulse
Это программный шедевр в плане скорости работы с метаданными. Если вам нужно поставить один диск, Dell сделает это быстрее всех, но вы платите за это нагрузкой ЦПУ. Если массив и так работает на 80% мощности, расширение может выбить задержки за критический порог. Вывод. Идеально для плавного роста, но требует 30% запаса мощности контроля. Третий этап DDP. Архитектура десятки. Алгоритм DDP оперирует наборами по 10 дисков. Добавление одного диска технически возможно, но он будет висеть балластом, пока вы не доведете количество новых дисков до 10. Только тогда система сможет сформировать новые наборы данных и реально увеличит производительность. Вывод. Не тратьте время на покупку по одному диску, расширяйтесь кратно 10. Четвертое. Huawei RAID 2+. Глобальная перетряска. Huawei при расширении всегда стремится к идеальному балансу. Если вы добавите диск, система перемешает данные на дисках всего пула. Выводы плюс. После расширения у вас нет горячих или холодных дисков. Минус. Это создает длительный фоновый шум. Вот вывод проседает на 20% от максимального. Но делает это равномерно. Пятое. ASIC ADAT. Железная стабильность. Поскольку балансировку управляет чип, ему все равно, какая нагрузка идет от серверов. Но чип ограничен логикой, он не умеет эффективно работать с одиночными дисками. Им нужны полные RAID-полосы. Вывод. Добавляйте диски группами, равными ширине выбранного страйпа, например, 8+2. В этом случае расширение произойдет незаметно для пользователей. Подведем черту. В 2026 году деколоризованный RAID — это не роскошь, это единственный способ выжить в эпоху дисков по 30 терабайт. Мы увидели, что за скоростью восстановления всегда стоит архитектурный компромисс. Нужна железная стабильность и низкие задержки, выбирайте решение, добавив ASIC. Нужна гибкость и рост по одному диску, выбирайте программные пулы, но закладывайте запас по производительности. Не покупайте наклейку на коробке. Всегда спрашивайте вендора о плате вычислений, налог на расширение. Только понимая метрику технологий, вы покупаете не просто железку, а предсказуемость вашего бизнеса. Выходите из зоны смерти вовремя. Выбор за вами.